От пациентки. Была сбита мопедом с велосипеда. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 9 лет. Дата исследования 11 июля 2024 года. Область исследования – правый коленный сустав. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. В области межмыщелкового возвышения определяется прерывание кортикального слоя с формированием отломка размером 14 на 7 на 12 мм, без смещения. За надколенником определяется слой жидкости до 13 мм, средней плотности до плюс 30, 1 максимальной до плюс 54 Хаунсфилда, вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава также скопление жидкости. У медиального контура надколенника единичные пузырьки воздуха диаметром до 5 мм. Зоны роста по возрасту. Индекс Инсал-Салвати 1,2. Надколенник второго типа по Виберг. Анатомические соотношения в суставе сохранены. Передняя и задняя крестообразные связки прослеживаются отчетливо. Заключение. КТ-картина более характерна для перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, без смещения отломков, выпада в правом коленном суставе. Рекомендована консультация травматолога МРТ 17 июля 2024 года. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В суставе много жидкости с примесью крови. В области межмыщелкового возвышения большеберцовой кости есть прерывание кортикального слоя, по всей видимости, там есть перелом. Для уточнения этого момента имеет смысл сделать МРТ и с результатами показаться травматологу.